Всем привет! Большая посылка, не вмещается все на столе, анонс я делал на своем телеграм-канале, заходите сразу, подписывайтесь, телеграм-чат по видеонаблюдению, Facebook, Instagram, все полезные ссылки в описании к видео. И то, что я вам вот показываю на видео, в частности вот этот комплект Wi-Fi видеонаблюдения XMI-евского будет продаваться мною после обзора по закупочной цене AliExpress. Предоставил такой комплект для видеообзора интернет-магазин Керуи. Многие знают, сигнализация и видеонаблюдение на AliExpress. Ссылку я оставляю, также заходите и уже можете приобретать. В комплекте идет мини Wi-Fi NVR. Все, в общем-то, на упаковке прописано, к нему перейдем чуть позже. Сразу видно XMI. XMI Pro. Приложение для отслеживания на смартфоне. Можно его также отслеживать с программой CMS на компьютере, программа VMS на компьютере, удаленное отслеживание при условии, что этот видеорегистратор подключен к роутеру и имеется выход в интернет. И также он будет работать, что самое интересное, с Wi-Fi камерами XMI-евскими. В нашем случае поворотные, всем знакомые ICC Wi-Fi XMI Wi-Fi камеры в поворотных корпусах. Знакомые инструкции, все, в общем-то, вам знакомо, которые я показывал вам уже много раз на своих видеообзорах. Есть вариант комплекта с неповоротными камерами, с обычными статическими цилиндрическими Wi-Fi камерами. Кому нужно, то есть кому не нужны в комплекте поворотные камеры, можете заказать с обычными. Комплект, наверное, будет стоить немного дешевле. Этот комплект с поворотными камерами в маленьких корпусах, как видите, 4 мегапикселя заявлено. Камеры Wi-Fi, но также могут работать и по кабелю. И что мне интересно, и это я дальше проведу эксперимент, возможно ли использование этой камеры самостоятельно. Ну, думаю, что да, и проблем быть не должно. Камера также поддерживает карту памяти, имеет кнопку сброса, имеет динамик, имеет микрофон, имеет 3 ночных режима, определение силуэта человека и даже, кажется, уже прошита фиксация лица человека. Видеорегистратор функции эти точно все поддерживает. В комплекте идет блок питания камеры, все по стандарту. Муфта на RJ45 и крепежный элемент. Чем интересен этот комплект будет людям, тем, кто вот постоянно спрашивают, меня многие спрашивают, мне нужны Wi-Fi камеры или же вот именно Wi-Fi комплект, чтобы не таскать кабеля, там у меня нет возможности сверлить стены, у меня нет возможности, ремонт сделан, делать сверление под кабель. Вот именно тот вариант. Я вообще приверженец работы по кабелю, потому что кабель это все равно будет стабильнее, надежнее, чем Wi-Fi. Но я вам скажу сразу из своих наблюдений, показывал я вам в предыдущих видеообзоры по типу таких комплектов, но немного с другим приложением. У людей эти комплекты работают до сих пор и уже по многу лет. По регистратору камеры все видели, все знают. Видеорегистратор XMI-евский. Просто вот возможность у него работы по кабелю с камерами. Подключение видеорегистратора к роутеру идет проводным путем, только по кабелю. По Wi-Fi он с роутером соединяться не может. Инструкция также идет, подробная, все расписано, что где когда, как подключается, как настраивать камеры. Есть возможность добавлять камеры, потому что видеорегистратор 8-канальный, в комплекте вы можете заказать от 2 камер. То есть видеорегистратор и 2 камеры к нему, к примеру, такие. Потом докупить вам можно, например, статические камеры и также подключить к нему по Wi-Fi. Или же докупить еще поворотных. 6 или, то есть до 8 штук по максимуму можно. Что интересно, что видеорегистратор сам по себе небольшой. Вот такой вот по типу роутера размером. Имеет возможность сохранять данные на карте памяти. Имеется слот до 128 гигабайт. HDMI кабель. Подключать можно его к телевизору. На большую плазму выводить изображение. Интернет-разъем для подключения к роутеру. И USB для подключения мыши. Управление меню видеорегистратором. Разъем питания и кнопка сброса к заводским установкам.
Жесткий диск у нас устанавливается под крышкой. Так, SSD, ну, можете прочитать его модель, в общем-то, все здесь. Это в комплекте то, что можно заказать. По максимуму поддерживает жесткие диски до 8 терабайт. В моем случае 1 терабайтный жесткий диск, 2,5 дюйма, момент по толщине 7 миллиметров. Тут именно 7 миллиметров. Есть 9 миллиметровый, это 7 миллиметровый такой вот жесткий диск вы можете заказать также в комплекте. Или же, если у вас есть возможность свой установить по такому типу, есть у вас или есть где приобрести дешевле, можете это и сделать. В общем-то, видеорегистратор с этой стороны выглядит так. Жесткий диск устанавливается до защелкивания. Крышка с резиновыми ножками. Жесткий диск бесшумный, никаких проблем не будет ни с вибрацией, ни с чем. То есть это видеорегистратор с бесшумной работой. И в комплекте идет блок питания 12 вольт, 2,5 ампера. И мышь. Мышь из простых, которая идет с видеорегистраторами. Но также она работает без проблем, это уже проверено. Один момент, наверное, ну, скорее всего, уже у современных мониторов и телевизоров HDMI разъем есть. В этом видеорегистраторе, как видите, нету старого VGA разъема для подключения мониторов старых. Поэтому здесь только HDMI, и от телевизора или от монитора подключаем HDMI кабель именно сюда. Мышь подключаем сюда. Если нужна карта памяти, устанавливаем карту памяти. Два носителя, если будет жесткий установленный, и карта памяти, в меню у вас будет два носителя. То есть будет писаться и сюда информация, и сюда. Это тут вопросов нет. И блок питания подключаем в соответствующий разъем. Для эксперимента установил карту памяти на 32 гигабайта, утапливается полностью, контактами вниз получается, отметки нету, как ставить. Вот она, и туда ее до защелкивания. На панели регистратора индикаторы по камерам, скорее всего, от 1 до 8. И, скорее всего, индикатор светодиод питания или интернета. Многих будет интересовать вопрос по расстоянию работы камер от видеорегистратора. Заявляет производитель, как бы и по тестам у них на открытой площадке, если нет никаких помех между камерой и регистратором в прямой видимости, расстояние работы до 100 метров. Если помехи, стены, ну как обычно это все, то где-то говорят 5 стен, ну я не знаю, это надо проверять уже по месту. Около 30 метров, на 30 метрах стабильный сигнал. И что интересно, эта система имеет каскадное соединение. То есть камера каждая выступает как приемником, так и передатчиком Wi-Fi сигнала. И ближняя камера может на дальнюю передавать Wi-Fi сигнал от роутера. То есть каскадное соединение. Первая камера передает дальний, вторая, третья, четвертая. То есть можно такое каскадирование делать. И это я уже вам показывал. Уже давно, в общем-то, видео выходило на моем канале. Немного другого комплекта, без поворотных камер, то есть не поворотных. Подключаю камеру. Камеру установили в том месте, где она должна стоять. И вы должны просто ее обеспечить питанием. Сигнал передается на видеорегистратор беспроводным путем. И подключаю видеорегистратор. Все это подключаю пока на столе. Подаю питание. Тестируется видеорегистратор, режим загрузки. И, как обычно, тестируется наша поворотная камера. Все то же самое. Вот тут она сказала уже новые слова, которые я не слышал ранее. По идее, полностью автоматика. Так, вы знаете, что видеорегистратор также имеет динамик. И уже на мониторе, который я использую телевизор вместо монитора,
у нас уже есть картинка с видеорегистратора, и запрос пошел стандартный. Камера говорит согласно инструкции, то есть выполните подключение, я так понимаю. Здесь мы просто по стандарту выбираем язык. Далее и доходим до вкладки с языком. Устанавливаем язык. Перезагрузка видеорегистратора будет при смене языка. И, кстати, камера сказала, что уже она соединилась с видеорегистратором. То есть все это происходит в автомате. Те камеры, которые идут в комплекте, они привязаны уже к видеорегистратору. То есть если вы хотите сразу получить 8-канальный видеорегистратор и 8 камер, чтобы потом вам не привязываться, другую камеру не привязывать, хотя есть процесс и он не тяжелый, то можете заказать сразу полный комплект. Так, смотрим загрузку и мастер загрузки можете выключить, чтобы он дальше вам не мешал. Далее, перед монтажом камер убедиться в исправности. Далее, часовой пояс и все остальное. Далее, текущий заводской пароль пользователя. Окей, советуют сразу свой пароль ввести для безопасности. Камера тут же уже появилась на Первом канале. Стандартная процедура, вопросы, ответы, пароль, все это проходите, это понятно, когда уже перевели на понятный язык. Одна камера подключена, и что мы видим, качество сигнала, значок есть Wi-Fi, даже в процентном соотношении 100% Wi-Fi. Запись идет на жесткий диск. Раз, два, три, четыре. Кстати, очень супер. Это просто супер. Колонки встроены в видеорегистратор. То есть камера у вас идет с динамиком, с микрофоном. На улице стоит, вы включили звук с камеры, вот звук. И он воспроизводится в видеорегистраторе, уже в установленном видеорегистратор динамике. Это очень классно, не нужно вам докупать какие-то компьютерные колонки, переходники, подключать. Тем более здесь и подключить аудиовыхода нету, а уже встроенный динамик, и это очень классно. Что у нас здесь еще? Значки плюс. Цифровой зум имеется, если нужно, вот сразу на главном экране. Ну, супер. Давайте посмотрим, что мы можем посмотреть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. В 8-канальном режиме полностью работает видеорегистратор. Можно макет экрана можно изменить на одну камеру, на 2, на 4, на 6. Вот все понятно. Парагляд. Короче, какой-то перевод некорректный, ну ничего страшного. Главное меню. Куча сейчас вот безопасности идет. Помимо пароля еще вот такой вот вход можно делать. Цифровые каналы, что нам интересно. И одна камера в поиске по Wi-Fi. Одна камера у нас добавлена на Первом канале. Что я хотел посмотреть, именно возможности видеорегистратора. В разделе управления компьютер, цифровые каналы, состояние и режимы, какие есть, что может видеорегистратор. Поддерживает 3-мегапиксельные камеры 8 штук и 5-мегапиксельные камеры в количестве 4 штук. Ну, у нас заявлена 4-мегапиксельная камера, ну, по сути, наверное, она 3-мегапиксельная. Максимальное разрешение беспроводных устройств 3 мегапикселя, максимальное разрешение проводных устройств 4К. То есть есть возможность подключить обычные IP-камеры, 8-мегапиксельные будет поддерживать, если по кабелю через роутер, как обычно это мы делаем, то 8 8-мегапиксельных камер будет поддерживать видеорегистратор. В режиме Wi-Fi, вот вы видели, что показывает нам видеорегистратор. Также состояние. Ну вот, 4К, 8 камер. Если захотите, можно будет подключить через роутер в домашней сети, как обычно. Подключил кабель от роутера в разъем. Интернет-разъем видеорегистратора. Появилась индикация, что интернет подключен.
и голосовое сопровождение, что кабель интернета подключен к видеорегистратору. То есть любое движение, любое действие сопровождается голосовой подсказкой из видеорегистратора. Ну, в общем-то, классно. Я думаю, что это где-то можно отключить, в случае чего. Раздел обновления также можно зайти, и написано «имеет новую прошивку». Тут же также через него можно обновлять и камеры. Если выбираем камеру, онлайн обновление. Если будет на какую-то из камер обновление через интернет при подключенном кабеле к видеорегистратору, также можно будет обновлять камеры. Давайте пока попробуем обновить сам видеорегистратор. Обновите под руководством профессионалов. И тут что главное, чтобы сейчас не пропало питание во время обновления видеорегистратора. Тут надо обеспечить стабильное питание видеорегистратору. Обновить успеха. Видеорегистратор перезагружается. Скорее всего, женщина нам что-то скажет из динамика. Опять какую-то фразу проговорит. Да. Система обновлена. Все подключено. И опять по стандарту мастер настроек. Хотите отключить, можно галочку поставить. Не забыть часовой пояс поменять, поставить ваш. Дата, время. Можно с приложения синхронизировать будет со смартфона все это дело. Ну, можно и здесь. Проверка подключения. Сделайте устройство. Все тут, в общем-то, прописано. Сетевой тест успешно. Нажмите далее. И здесь смотрите, какой момент. Автоматический поиск в домашней сети включился, потому что я подключил камеру к роутеру. И в домашней сети камера нашла все мои камеры XMI-евские, то есть видеорегистратор нашел, которые я могу добавить теперь на свободные каналы. Помимо того, что у меня подключена одна Wi-Fi камера, я могу добавить из моих установленных домашних камер обычные камеры не Wi-Fi. Не Wi-Fi, которые подключены по кабелю. К коммутатору, к POE-коммутатору, просто блоком питания и к роутеру. Главное меню, что интересует, тревога. Проверка формы автомобиля. Появилось что-то новое, не встречал я. У меня видеорегистратор уже по данным меркам устаревший. Поэтому напишите информацию в комментариях, что это вот за менюшка. Смарт-оповещение по камере. Обнаружение силуэта человека. Лица обнаружения тут нету. В этой камере она не поддерживает. Хотя видеорегистратор поддерживает. Будет камера поддерживать, появится функция фиксация лица человека. Вот этого вот лица. Традиционный сигнал тревоги. Понятно по какому поводу. И скорее всего здесь уже будет звучать из динамика видеорегистратора голосовое сопровождение. Хотелось бы, конечно, чтобы на понятном языке. По тревоге из камеры. Дальше посмотрим. Раздел управления. Данные о... Так, вот так и вот так. Данные о HDD. Получается 961 гигабайт общий объем. Первый диск у нас 931 гигабайт. Доступно 930. Статус обычный. И второй карта памяти 2949. 29-24 гигабайта доступно. Форматировать можно, если выделим какой-то из моментов. Восстановить. Все, что возможно, здесь можно вот сделать с видеорегистратора. И это именно информация по носителям, которые установлены. Разнес я немного по двору камеры. Ну, две оставил вот в доме, как видите. Особого смысла нету показывать, потому что у каждого своя ситуация, свои помехи. Металлический навес, металлическая крыша, где-то перестенок. Все это будет влиять, поэтому нужно пробовать на месте. Эта камера сразу за стеной стоит, сигнал 72%. Вот она, кстати, вот ее видно. Вот она. Я здесь сижу, вот в этом, в доме. Эта камера вторая стоит, вот как видите здесь, чуть дальше, 64%. Ну а эти камеры тут рядом по 100%. Управление все обычно как с видеорегистратора. Что понравилось, что с видеорегистратора можно уже включать и выключать автоматическое слежение. Если камера вот поворотная, например, в раздел PTZ захожу, и здесь бильное отслеживание. Такой есть раздел. То есть это именно
слежение. Вот оно сейчас включено за силуэтом человека. Кстати, по силуэту человека камера следит. Чисто по силуэту человека этот вариант. Задаем позицию Set Diamond Position. И потом включаем галочку. Выставляем время возврата назад задержки. Вот 10 секунд поставил. И чувствительность также можете ставить. Стояла по умолчанию High. И камера следит. То есть не надо заходить в приложение, там вот как раньше было. Все сейчас с видеорегистратора в новых прошивках вот с XMI-евского работает. Следит за людьми, да, следит не на большом расстоянии. То есть вот эти камеры, которые я вам показывал, со слежением за человеком, вот именно эта камера. Просто она в комплекте Wi-Fi вот за велосипедистом начала следить. То есть вы все это видите. Вот даже за воротами часть человека, но потом отпустила. Также пишет по силуэту человека, подает команду на видеорегистратор, он пишет по силуэту человека. Все также работает, просто вот работает по Wi-Fi с видеорегистратором. Каскадирование, каскад как сделать, набор каналов. И вот именно камеры, которые найдены. Каскадная конфигурация. Каскадная конфигурация. Наводим, кликаем и видим в автомате, что нам сделал видеорегистратор. То есть есть вариант просто в автомате, вот он раздает, устраивает вот эту каскадную конфигурацию. Но можете и вы сделать. NVR на третью камеру, третья раздает на четвертую и на первую сигнал, и NVR еще на вторую дает сам. То есть так вот определила он система. Можно кликнуть и вызвать режим каскадирования, сильный каскад. Ну там в инструкции нужно почитать, не рекомендуется типа сильный каскад ставить в связи с тем, что нагрузка на систему будет, наверное, на видеорегистратор скорее всего. Настройки подключения. Также вы можете самостоятельно определить, что и лучше, и как вам будет лучше. То есть NVR на какую камеру раздает, потом какая камера на остальные камеры раздает. Или же в автомате. В автомате все сделать. Тут разобраться не тяжело. Вот одно, с чем я пока не разобрался, как отключить вот эти голосовые сопровождения. Если честно, за день она меня задолбала вот этими вот сопровождениями. Скорее всего, где-то есть, но точно пока я еще не нашел. Уведомления о тревоге приходят. Поставил в приложение ICC. ICC без Pro. Есть возможность добавлять в ICC видеорегистраторы. Вот видеорегистратор. Кликаю. Быстрое открытие. Облако. Можете подключиться на облако. И также вот такой вот режим. Ну, нормальный режим просмотра. Вот так вот можно. Все камеры, можно одну камеру. Так, здесь сразу 8-канальный, потом кликаем на каждую камеру, переключается. И здесь вы можете управлять, слышать, видеть все моменты. Все как с видеорегистратора, только это вот со смартфона. Качество даже лучше просмотра, чем с монитора, с моего телевизора. И это еще и в SD качестве. Do Not не поддерживает в режиме просмотра 4 камер, не поддерживает Full HD качество. В режиме просмотра одной камеры поддерживается. Ну и тут видно, картинка супер. Смартфон имеет лучшее разрешение, монитор, чем вот мой телевизор, поэтому, качество отличное, детализация хорошая. По характеристикам камер я смотрел, заходил. Кстати, в этом видеорегистраторе нет раздела компрессия. Почему-то раздела компрессия нету, нет возможности посмотреть разрешение, кадры в секунду, все эти дела поставить. А вот с моего видеорегистратора, с 32-канального, заходил я и смотрел характеристики по камерам. Камеры 5-мегапиксельные с возможностью смены разрешения. 3, 4 мегапикселя и 2 мегапикселя можно ставить. То есть уменьшать разрешение можно. Кстати, также если зашли на одну камеру, есть возможность с приложения. Вот зашел я на видеорегистратор. Управлять камерой, понятно. И плюс еще... Вот, часто и включать-выключать слежение.
То есть ты заходишь на видеорегистратор, в систему видеорегистратора, но есть возможность управления и настройки одной камеры. Супер. Мне это нравится. Вот одно не сильно нравится, но это мое личное. Что вот Wi-Fi. С Wi-Fi есть свои моменты. Но любителям Wi-Fi потанцевать с бубном, поноситься с камерой, поулучшать сигнал, построить вот этот каскад, то этот вариант супер отличный. Ну и плюс еще учитываем, что это универсальная система. Система универсальная. Видеорегистратор может работать как по Wi-Fi с этими камерами, так может работать и просто в домашней системе видеонаблюдения с 8 4К камерами видеонаблюдения, которые подключены по кабелю. Также и эти камеры вы просто можете взять и подключить их по кабелю в свою систему видеонаблюдения домашнюю. И выводить их не только на этот видеорегистратор. А если вы, например, купили другой, и к другому подключать, например, купили на большее количество каналов, 16-32-канальный, этот вам уже не подходит. Эти камеры будут с ним также работать. Но также они могут и самостоятельно работать. Взял ты эту камеру, отнес куда-то в другое место, удаленно надо, чтобы она у тебя работала. Карту памяти установил в нее, будет ей куда сохранять видео и аудио. И также ты на нее на одну заходишь, и как одиночная камера она может работать. Также с приложения отслеживаешь, также с компьютера отслеживаешь, откуда хочешь. То есть система универсальна. Подключение таких камер к этому видеорегистратору дополнительно также возможны. Одну камеру я уже отключал, то есть обнулял ее, от него отвязывал, удалял, сбрасывал ее к заводским установкам кнопкой и потом подключал. Система прописана, как это работает. Кабелем просто подключал ее к видеорегистратору, то есть в ее разъем RJ45 подключал кабель и в видеорегистратор другой конец вместо интернет-кабеля. И он автоматически выдает ей IP-адрес, и она потом по Wi-Fi с ним коннектится. У него свой внутренний IP-адрес есть, и он раздает камерам. И по Wi-Fi потом просто кабель отключаешь, и она уже с ним работает по Wi-Fi. И так, возможно, я так понимаю, не только эту камеру, нужно пробовать. Думаю, остальные Wi-Fi камеры также будут работать с этим видеорегистратором. Не обязательно поворотные, можно и статические. Но это кому нужно именно по Wi-Fi. И да, если камеры подключите к нему с фиксацией лица человека, видеорегистратор имеет такую функцию. Так как эти вот в комплекте с ним камеры не поддерживают фиксацию лица человека, то лица и не фиксируются. Вот я сейчас включил именно просмотр снимков. Снимков нету, потому что камеры не поддерживают. Будут поддерживать камеры, будет у вас также это работать. И вот я так понимаю, камеры, поддерживающие определение автомобиля, то есть, скорее всего, проверка формы автомобиля, что-то есть, но не настроено. Скорее всего, камеры также нет поддержки, но уже XMI-евские камеры выходят, и я вам одну показывал, из уже XMI-евских новых камер, где по тревоге камера выделяла автомобиль. Вот силуэт человека выделяла, и также проезжающий автомобиль. И вот та камера, у меня уже ее нету, продана, она проработала, наверное, скорее всего, с этим видеорегистратором, и именно по этой функции, по автомобилям. Поэтому видеорегистратор современный, универсальный. И можете его использовать не только с этими камерами, но это как на будущее. А кого устраивает именно вот работа с Wi-Fi камерами, именно по Wi-Fi. Кстати, кабель я, если отключу, вот я сейчас интернет-кабель просто отключу от видеорегистратора, чтобы вы понимали. И он будет работать просто в своей системе. Вот я отключаю кабель. Сейчас скажет она, что кабель отключен. Это от роутера кабель был. А видео с камер никуда не девается. То есть он работает без подключения к интернету, без подключения к роутеру. Просто работает вот у себя камеры в этой вот системе, работают в Wi-Fi системе. То есть его можно, эту систему устанавливать можно в том месте, где нету роутера, нету домашней сети.
и камеры будут с видеорегистратором работать напрямую. Понятно, что уже заход не получится, удаленное отслеживание не получится, потому что это все работает через интернет. Ну, а вот на монитор вывести, записывать, управлять камерами, все можно делать, кроме удаленного отслеживания и сохранения на облако, потому что это все делается через интернет. По информации по жесткому диску, как прописано на страничке товара, что возможность сохранения с 4 камер 1 терабайт объема будет хранить с 4 камер информацию в течение 30 дней, где-то месяц. Вот примерно от этого можно и отталкиваться, ну, подбирать, какой объем жесткого диска вам нужен. Но так как вариант есть установки и жесткого диска, и карты памяти, то тут облегчается момент. Можете не загоняться с большим объемом жесткого диска. Вот мелочи, а все равно приятно. Смотрите, камера, когда отключается, вот это отключена камера и вот это. Остается не черный квадрат, а остается картинка, то есть последний момент, что было. Тоже, ну, как бы мелочь, но это реально полезно. С камерой что-то произошло, обрыв, украли, и у вас на мониторе остается нетронутой картинка, которая запечатлела последний момент камеры. На сегодня все, ну как бы ночную картинку, ну в записи, может, вставлю вам, ну ничего такого нового вы не увидите. То, что я вам те камеры показывал, часто такие вот поворотные, то так оно все и работает, все так же и работает, потому что это те же самые камеры. Ну, просто вот в паре по Wi-Fi работают с видеорегистратором. Ссылку оставляю. Опять же повторюсь, система универсальная и гибкая. Может работать, камеры могут работать как самостоятельно, так и с другими видеорегистраторами. В других системах также имеют ONVIF протокол. Также и видеорегистратор имеет ONVIF протокол. Он может работать также с камерами, поддерживающими ONVIF протокол. Dahua, Hikvision, все, которые поддерживают протокол совместимости оборудования разных производителей. Это именно ONVIF протокол. Приобретайте, ссылка в описании к видео, все работает. Всем удачи и до следующих видео.